Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. С бараном на руках Дилан отчаянно звонит людям дома и кричит. Пока он говорит Брану: «Пожалуйста, не оставляй меня, держись», Бран хочет ласкать лицо Дилана. Дилан целует руку барана, а когда Бран теряет сознание, Дилан кричит: «Открой глаза, Бран, я спасу тебя». Господин Кудрет, Джихан, госпожа Азади, все собираются вокруг него, и Джихан немедленно вызывает скорую помощь. Бэрон снова приходит в себя, ласкает лицо Дилана и снова теряет сознание. Барана доставляют в больницу. Дилан не может отпустить его руку ни на мгновение. Баран кричит: «Пожалуйста, не оставляй меня». Дилана не пускают. Он кричит из-за двери: «Я здесь, Бэрон». В то время как Дилан стоит у двери и в отчаянии говорит: «Это все моя вина, как я могу жить без нее», Азади приходит в слезах в объятиях господина Кудрета и Джихана. Госпожа Азади хочет подойти к Дилану и попросить отчета, но когда она видит, что Дилан расстроен, она сдается, садится в сторону и плачет по барану, называя его своим сыном. Севрия плачет, потому что я тебе говорил, он похитил Егмур, ее дочь. Когда господин Кудрет видит, что Дилану очень грустно, он утешает его, говоря: «Не делай этого». Когда Дилан говорит, что мне хотелось бы прыгнуть под эту пулю, я не смог защитить его, господин Кудрет утешает его, говоря, что это не твоя вина. Пока господин Хасан говорит в углу, что он не хочет думать о спасении барана, Ферат слышит его и спрашивает: «Ты выглядишь еще более напуганным, есть ли что-то, чего я не знаю?» Господин Хасан тут же меняет разговор и ругает Ферата, говоря, что баран – наш хозяин, и если с ним что-нибудь случится, люди уже настороже. Племянник Джавдета Харун поймал Мелтем Ханым и Егмура, когда они убегали, и вернул их домой. Врач барана не говорит ничего определенного о его состоянии, заявив, что ему необходима срочная операция. Однако, поскольку группа крови барана очень редкая, Дилан сразу вспоминает, что он сдал кровь своему брату. Он немедленно звонит Джавдету с телефона Джихана и сообщает новости о баране. И тогда он говорит барану, что ему нужно сдать кровь, и вызывает его в больницу. Когда барана выводят из комнаты вмешательства, Дилан и вся его семья плачут и кричат о нем, говоря: «Не оставляй нас». Все отчаянно ждут хороших новостей от барана в больничном коридоре. Тем временем Гюль идет к Дилану и плачет, говоря: «Я виноват в этом, мне бы хотелось никогда не вмешиваться в твои дела». Дилан заставляет Гюля замолчать, говоря, что если есть ошибка, то она принадлежит мне. Вещи барана ему передают в сумке. Все в страхе ждут объяснений. Дилан спрашивает, напуган ли он или что-то случилось с бараном. Когда медсестра говорит «нет, операция продолжается», все вздыхают с облегчением. Тем временем Джавдет приходит и обнимает Дилана, подбадривает его и говорит медсестре, что хочет сдать кровь. Господин Сеид, госпожа Ханифе и Севрия один за другим обнимают Дилана и желают ему скорейшего выздоровления. Бэрон видит сны во время операции. Во сне он только слышит, как Дилан зовет барана. Тем временем во время операции его состояние становится критическим. Дилан раскрывает руки и молится у двери операционной, но плачет. Когда Джихан видит, что госпожа Азади очень грустит, он утешает ее, говоря: «Мой брат очень сильный, моя бабушка, не волнуйтесь, она тоже с этим справится». Когда Джавдет предлагает Дилану прийти и подышать свежим воздухом, Дилан говорит: «Я в настроении, я в настроении». Баран говорит, что я не могу никуда пойти, пока он не уйдет отсюда. Затем он вспоминает, что письмо его матери было кровью, и, придя в себя, идет к раковине, чтобы вымыть его, говоря, что он не должен видеть это с такой кровью. Стирая рукопись, он вспоминает, что сказал Бран, когда тот был одержим писательством, и соглашается с Браном. Пока Дилан выходит из раковины, приходят госпожа Азади и госпожа Кадер.
Дилан обеспокоенно спрашивает, есть ли какие-нибудь новости от Брана, но они говорят, что пришли просто вымыть руки и лицо леди Азади. Операция окончена, врач выходит и уходит без дальнейших объяснений, говоря, что пока рано что-либо говорить. Когда госпожа Азади начинает причитать, Дилан повышает голос и спрашивает, что ты делаешь. Бэрон, не делай этого в жизни, он не оставит нас. Джихан поддерживает Дилана, говоря, что моя тетя права. Пока дамы расходятся по домам, Ханифе предлагает зайти, принять душ и переодеться вместе с нами, если хотите, но Дилан отказывается, говоря, я отсюда никуда не уйду. Пока господин Кудрет провожал господина Джевдета и Сиита, в дверях появилась госпожа Сабиха, и я мобилизовал всю заправочную станцию, чтобы пожелать ей всего наилучшего. «Не волнуйся», Бран говорит, что с ним все будет в порядке. Между тем, господин Сиит говорит, я слышал от господина Кудрета, как сильно вы помогли Дилану, большое вам спасибо. Дилан ждет его у двери барана до утра. Роуз принесла Брану несколько вещей из дома. Между тем, когда вы говорите Дилану, если хочешь немного отдохнуть, я подожду тебя, Дилан снова начинает плакать, говоря, я не оставлю ее, я ей нужен. Дилан умоляет барана, за которым он наблюдает из окна, пожалуйста, открой глаза. Господин Кудрет поручает своим людям найти тех, кто сделал это с бараном. Тем временем Джихан подошел к нему, принес что-нибудь поесть и спросил, кто мог совершить такое предательство по отношению к моему брату. Господин Кудрет говорит, я найду того, кто это сделал, даже если это будет последнее, что я сделаю в этой жизни. В этот момент мимо проходит господин Хасан и хочет что-нибудь поесть. Когда господин Кудрет видит его, он говорит, какое это облегчение. Когда Джихан говорит, я не понимаю, ты мне что-то сказал, папа, он отклоняет это, говоря, нет, сынок, и сердито смотрит на спину господина Хасана. Господин Керем и Джихан обсуждают и спорят о том, кто это сделал. Джихан плачет и говорит, он не просто мой брат, он для меня все. Господин Кудрет схватит господина Хасана за горло и скажет, если это ты сделал это с бараном, я убью тебя, не моргнув глазом, и уйдет. Госпожа Цеври отправляет Джевдета поговорить с Гэжой Мелтем наедине и выгоняет Гэжу Мелтем из дома. Но госпожа Мелтем возражает, говоря, я никуда не поеду. Пока Гуль винит себя и плачет в саду больницы, приходит Ферат, протягивает ей салфетку и говорит, не волнуйся, баран сильный, ему станет лучше. Увидев их рядом, Дерья подходит к ним утром, говорит, я встаю и уходит. Тогда Ферат говорит, что ты здесь делаешь, баран, ты очень ценен для меня, не шуми, уходи отсюда, следуй нашему соглашению, и выгоняет его. Дилан наконец получает разрешение навестить Брана на 5 минут, как он пожелает. Он держит ее за руки и целует в голову. Затем он плачет, говоря себе, прости за все, что я сделал, прости, я стал причиной этого. После этого он кладет письмо, унаследованное от матери, рядом с рукой. «Пожалуйста, проснись, открой глаза», — говорит он, лаская ее волосы и целуя ее руки. Бэрон Вул находится во сне, и пока он беспомощно бегает, внезапно зовет его мать, и Дилан зовет с другой стороны, с такой же надписью на голове. Баран идет к своей матери. Пока его мать ласкает барана и говорит ему, что очень по нему скучает, Бран целует руку матери. В этот момент его пульс останавливается. Дилан паникует и кричит барану, «С тобой все в порядке». Во сне его мать говорит, «Я так скучаю по тебе, но женщина, которую ты любишь, тоже ждет тебя. Нам еще рано воссоединяться, иди к тому, кого ты любишь, сынок». Дилан отчаянно кричит о помощи доктора, и медсестры выгоняют его. Дилан снаружи, как сумасшедший, пытается заставить барана уйти. Барану начинает делать массаж сердца, но когда он не возвращается, решает ударить его электрическим током. Во сне Бэрон не может сделать выбор между матерью и Диланом. Вся его семья борется за возвращение барана к жизни, плачут и кричат за стеклом. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев.
Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.